Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами попробуем разобраться в том, какая связь между такими понятиями, как Каббала, Книга Зоар, Машиах и Антихрист. Как раз на этих днях в Израиле празднуется ежегодный праздник, который называется Lag BaOmer. Этот праздник связан с таким раввином Рашби, Раби Шимон бар Йохай. Этот раввин был учеником, одним из лучших учеников считается Раби Акивы, и иудейская традиция приписывает ему, что он якобы был воплощением самого Моисея, а, соответственно, его учитель Раби Акива перевоплощением праотца Иакова. Раби Шимон бар Йохай является родоначальником Каббалы, и ему приписывается авторство книги Зоар. То есть он ее как бы устно говорил, а его один из учеников потом это записал. И это учение в иудейской раввинистической традиции, следуя наставлениям Раби Акивы, говорит о том, что Тора невозможна для правильного понимания просто по тексту, и есть некоторое тайное учение, которое скрыто в Торе, и только глубоко посвященные могут понять истинный смысл Торы. И этим занимается Каббала. Итак, Раби Шимон бар Йохай, о нем есть такие факты, кроме уже упомянутых, то, что он, скрываясь от римлян, где-то около 13 лет вместе со своими сыновьями провел в пещере и питался все это время только плодами рожкового дерева. Если вы помните, кто читал Новый Завет, там Иисус, приводя притчу о блудном сыне, упоминал о рожковом дереве. То есть там блудный сын хотел есть рожки, которыми питались свиньи. Вот эти рожки – это и есть плоды рожкового дерева. Вот ими питался Раби Шимон бар Йохай вместе со своими сыновьями в течение 13 примерно лет. Итак, каждый год на этот праздник в Израиле съезжаются десятки и даже сотни тысяч религиозных иудеев, в основном ортодоксальной и ультраортодоксальной направленности. Это люди, которые в основном всегда одеваются во все черное и ассоциируются действительно со всем черным и темным в истории Израиля. Во время этих праздников происходят очень страшные события. Допустим, в прошлом году из-за давки, которую произвели там находящиеся религиозные люди, было затоптано больше 40 человек. В другой год религиозная семья, состоящая из 9 человек, муж, жена и 7 детей, ехали на этот праздник в своем стареньком микроавтобусе, и многие религиозные ультраортодоксальные евреи, они живут достаточно бедно, и их машина была старая и очень изношенная, и отказали тормоза в районе города Твери. На крутом вираже машина уже имела очень огромную скорость, спускаясь по дороге под уклон долгое время без возможности затормозить, и на крутом вираже при въезде в город Твери машину вынесло с дороги, и она улетела с обрыва, кувыркаясь, и при падении там вылетела только одна девочка маленькая, которая была не пристегнута, а остальные разбились, и машина вспыхнула, и они еще, будучи живыми, сгорели. То есть вот эти события, которые происходят в связи с этим праздником, посвященным этому раввину, основателю Каббалы и автору книги Зоар, они очень тяжелые и очень страшные. Но это не мешает религиозным людям приезжать туда каждый год. Они верят, что что-то там такое особенное присутствует, что поможет им решить их проблемы со здоровьем, финансовые проблемы и многое что прочее. Проклятие там присутствует, но люди ищут там благословение. И вообще все, что связано с Раби Шимон бар Йохай и с его учителем Равином Акивой, там видно действие проклятия. Потому что именно Раби Акива, он был тот, который провозгласил Бар-Кохбу мессией, Машиахом. Восстание Бар-Кохбы, которое он поднял против римлян, было со 132 по 136 год нашей эры. И концом этого восстания было уничтожение, полное уничтожение еврейских поселений здесь, в Израиле. Были уничтожены и проданы в рабство сотни тысяч людей. Это было ужасно. А Раби Акива был один из ведущих на тот момент, да и вообще в иудаизме до сегодняшнего дня, это один из самых уважаемых и самых почитаемых раввинов. Бар-Кохба был провозглашен также Наси Исраэль, то есть князь Израилев. Фактически в течение 2 лет ему удавалось быть главою на тот момент
созданного под его предводительством государства Израиль, и он был провозглашен его князем, наси, президент современным языком. И фактически на тот момент он был официальным признан в Израиле мессией. Это был человек, которого признало мессией тогдашнее религиозное руководство Израиля. И произошло именно то, о чем сказал Иисус. «Я пришел во имя Отца моего, и меня вы не принимаете. Другой придет во имя свое, его вы примете». Современники Бар-Кохбы приняли Бар-Кохбу как Мессию, как Машиаха. И это и был тот еврейский Машиах, который пришел во имя свое и был принят в Израиле вместо Иисуса. И это привело к катастрофе израильского народа и к уничтожению остатков еврейского населения Израиля, которое еще оставалось после разрушения римлянами в 70 году нашей эры второго храма и разрушения Иерусалима. После того, как восстание Бар-Кохбы было подавлено римлянами, римский император Андриан переименовал Израиль и дал ему название Сирия-Палестина. Вот с тех пор земля, которая до этого называлась Израиль, стала называться Палестиной. Оттуда и произошло это название, за которое сейчас держатся палестинцы. Итак, вопреки ожиданиям антисемитов, евреи не примут Антихриста, потому что они его уже когда-то приняли, и пророчество Иисуса исполнилось. Поэтому все те, кто противится государству Израиль и всему, что здесь дано Богом для народа Израиля, как он обещал отцам Аврааму, Исааку и Якову, то на самом деле таковые люди противятся Богу, думая, что они Богу служат. Об этом искал Иисус, что будут убивать вас и думать, что они тем самым служат Богу. Поэтому давайте отложим антисемитизм, который основан на невежестве, незнании еврейской истории и теологии замещения. И пусть благословение Божье изливается на нас через Иисуса Христа по воле Всевышнего. Кто еще не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео. Поставьте лайк, отправьте это видео друзьям и знакомым. Будьте благословенны и до новых встреч!